Поезд тронулся в вечерних сумерках, оставляя позади очередную станцию. Андрей занимал верхнюю полку. Ехать было долго и скучно. Он даже обрадовался, что у него появились соседи. Решил, что наконец-то будет с кем поговорить. Но две женщины, вошедшие на этой станции, не оправдали надежд Андрея. Одна была постарше, вторая помоложе. Видимо, мать и дочь. Андрей предложил помощь с багажом, но молодая деловито отказалась. Тогда чуть позже Андрей предложил чаю с бутербродами и печеньем. Все это было у него с собой и лежало на общем столе. «Спасибо, не нужно», — буркнула в ответ старшая. После чего, пошушукавшись о чем-то с дочерью, легла на нижнюю полку и отвернулась. Вскоре и младшая заняла свою вторую верхнюю и тоже уснула. Андрею не спалось. Он лежал и смотрел в окно. В полутьме еще можно было разглядеть очертания лесов и каких-то поселений, проносившихся за окном. Андрей возвращался с вахты домой. Работа была тяжелая, но платили хорошо. А то, что его месяцами не бывало дома, пусть. К 45 годам он все еще не обзавелся семьей. Так что дома никто не ждал. Размышляя о чем-то своем, Андрей задремал. Проснулся он от неприятного шуршания пакетов и оберток. «Ночные жрицы!» — усмехнулся Андрей про себя, предположив, что это соседки решили перекусить. Но, открыв глаза, увидел, что обе они спят. Видимо, он не заметил, как проехали очередную станцию, и появился четвертый сосед. Ведь сосед сидел на полке под Андреем. В приглушенном свете он видел только руки этого человека. Руки были явно мужские, и эти руки старались осторожно развернуть лежащие на столе свертки с хлебом, колбасой, сыром и печеньем. Теми самыми припасами Андрея, которые он предлагал молчаливым соседкам. «Ладно, мне не жалко. Утром поглядим, что к чему», — подумал Андрей и решил не смущать нового соседа, сделав вид, что спокойно спит дальше. Вскоре он и правда уснул. Утром он проснулся на очередной станции. Соседок не было. Андрей спрыгнул вниз. На нижней полке, сложив руки на коленях в замок, сидел молодой парнишка, лет 18. Под правым глазом отчетливо виднелся огромный синяк. Лоб оцарапан, ссадина на губе. Большие голубые глаза смотрели на Андрея с недоверием и даже испугом. «Привет, Андрей!» Андрей приветственно протянул парнишке руку. «Егор!» Парень протянул руку в ответ с явным облегчением. «Сколько стоим?» Андрей махнул головой в сторону окна, за которым открывалась вокзальная площадь. 30 минут. Прошло около 5, ответил Егор. Успею, сказал Андрей и вышел. На перроне он набрал свежих пирожков и булочек на завтрак. Яблоки, груши и хурму. Вернувшись в вагон, поставил пакет на стол. «За кипяточком сходишь?» — обратился он к Егору. «Завтракать будем, а я пока фрукты помою». Егор с готовностью встал, но потом нерешительно замер. «У меня кружки нет», — сказал он смущенно. «А у меня есть еще». Андрей достал из сумки вторую кружку. Вернулись соседки. Недовольно поджав губы, они посмотрели на заполненный стол. Андрей аккуратно сдвинул покупки на край. Женщины разложили свои продукты и тоже приступили к завтраку. «Бери, бери!» Андрей пододвинул Егору пакет с пирожками. Ему не давало покоя ночное поведение парнишки и следы побоев на лице. К тому же у Егора явно не было не только кружки, но и вещей вообще, так как сумок не прибавилось. «Угощайтесь!» Андрей улыбнулся женщинам, указывая на пакет с уже вымытыми фруктами. Женщины промолчали и к фруктам не притронулись. Поезд тем временем катил дальше. «Разомнемся?» — предложил Андрей Егору, когда с пирожками и чаем было покончено. Взял хурму, сунул Егору в руку яблоко и мотнул головой в сторону прохода.
«Жаль, в поездах теперь курить нельзя», — сказал Андрей, когда они с Егором вышли из шумного вагона в тамбур. «Я не курю», — ответил Егор, откусив яблоко. «Вот и правильно», — похвалил Андрей. «А это кто ж тебя так отделал? Не хочешь, так не отвечай». «Не знаю, кто», — признался Егор. Как оказалось, Егор приехал из маленькой деревушки по объявлению устроиться на работу. Тоже вахтой, только в другой городок и другую организацию. Жил в каком-то бараке вместе с еще десятком мужчин. Все они работали, но в конце месяца денег никому не заплатили. Возмущались, конечно, но поняв, что толку никакого, ведь они даже не были устроены официально. Кто-то попросту уехал домой, кто-то пропал в неизвестном направлении. Егор остался один. Ему идти было некуда. Денег на обратный билет не было. В деревне мать и 4 младшие сестры. Самой старшей 15, младшей 6. Отец умер 4 года назад. Других родственников нет. Егору пришлось сразу после 9 классов идти работать, чтобы помогать матери. Она не работала, занималась хозяйством и детьми. Да и работы в деревушке особо не было. На детские пособия и пенсию прожить тяжело. Пока пилорама еще работала, Егор подрабатывал там. Потом и пилорама закрылась. Переезжать в город не на что. Дом в этой глуши не продать, если только за копейки. Да и жалко дом-то. В армию не взяли. Егор закатал рукава, показывая Андрею пятна псориаза. Так бы, может, по контракту остался. Да только и в доме без мужских рук тяжело. Надолго не оставишь, продолжил Егор. Отец мой вахтой работал, вот и я решил. Я ведь теперь один мужчина в семье. Только попал Егор на развод, каких, к сожалению, много. В довершение всего парня избили, украли вещи и телефон. Нашли его избитого привокзальные охранники. Егор уговорил их не составлять протокол, чтобы не дошло до полиции. Боялся расстроить мать. Да и о чем заявлять? Кроме дешевого телефона до сменной одежды у Егора ничего не было. А тех, кто на него напал, он бы все равно не смог описать. Номер матери Егор знал наизусть, но звонить ей и просить выслать деньги на билет обратно было стыдно. Охранники парнишку пожалели, покормили и даже скинулись на билет до дома. Мать жалко, на билет сюда денег еле наскребли, а приеду с пустыми карманами, закончил Егор. Нинка, сестренка, 9-летку нашу заканчивает в этом году. Хотел я заработать, чтоб в город ее учиться отправить. Им, малым, учиться надо. Андрей сочувственно посмотрел на Егора. Я тоже вахтой работаю. У нас стабильно. Хочешь, попробую тебя устроить? Давай, обрадовался Егор. А звонить-то как тебе? Как что решиться? Спохватился Андрей. Ты матери номер запиши пока, нашелся Егор. Так и решили. Егор сходил раньше на крошечной станции. Поезд останавливался здесь всего на пару минут. До деревни нужно было идти еще несколько километров. «Не забудешь?» – спросил Егор у Андрея. В глазах его теплилась надежда. Поезд замедлял ход. Они снова стояли в тамбуре. «Не забуду!» – Андрей похлопал парня по плечу. Поезд остановился. Егор спрыгнул. Несколько человек, стоявших на перроне, поспешили забраться внутрь. Поезд вновь начал набирать обороты. «Не забудь!» — крикнул все еще стоящий на перроне Егор. Андрей кивнул головой и помахал парнишке рукой. Егор, ссутулившись, пошагал к проселочной дороге. Было холодно. Егор сунул руки в карманы. В левом кармане что-то лежало. Егор достал руку и удивленно уставился на разжатый кулак. На ладони лежало несколько пятитысячных купюр. Ничего не понимая, Егор пересчитал деньги. 40 тысяч. И тут до него дошло. Егор обернулся, но поезд уже почти скрылся за изгибом дороги. «Спасибо!» —
крикнул Егор, понимая, что Андрей его все равно не услышит. Через месяц Андрей подъезжал к этой же станции, направляясь на работу. Поезд еще не успел остановиться, а Андрей уже стоял в тамбуре. На перроне с большой спортивной сумкой стоял Егор. Рядом стояла женщина. Нервно перебирая пальцами, она смотрела то на Егора, то на приближающийся состав. Женщина была миниатюрной. На вид ей было чуть больше 40. Из-под черной шапочки выбивались светлые пряди волос. В таких же больших и голубых, как у Егора, глазах застыли слезы. Ее лицо можно было бы назвать красивым, если бы не следы усталости и печали. Рядом, крепко держа ее за руку, стояла девочка, с восторгом разглядывая поезд. Поезд остановился. Егор порывисто обнял мать и запрыгнул на подножку. «Спасибо вам! Приглядите там за ним!» — крикнула женщина, обращаясь к Андрею. Андрей улыбнулся женщине в ответ и подмигнул девчушке. Поезд тронулся. Женщина все стояла и смотрела ему вслед. «Я ей все рассказал», — объяснил Егор. «Она специально пришла, поблагодарить тебя хотела». «Да ладно!» Андрею стало как-то неловко. «А что это у тебя сумка такая большая?» — сменил он тему. «Мать собрала. Картошка, закрутки», — смущенно ответил Егор. «Здорово!» — улыбнулся задумчиво Андрей. «Люблю огурчики домашние». Из головы не выходили голубые глаза и пряди волос, рассыпанные по плечам. Егор работал усердно. Его простота и открытость нравились коллегам по бригаде. Андрей же испытывал к Егору особую привязанность, почти отеческую любовь. Ему хотелось, чтобы не только девочки, для которых старался парнишка, получили образование, но и сам Егор. Парень был сообразительный, схватывал все на лету. А каждый раз, когда проезжали мимо станции Егора, сердце Андрея начинало биться чаще и радостнее. Миниатюрная женщина неизменно стояла на перроне, встречая и провожая сына. Их глаза встречались, и Андрею казалось, что глаза женщины отвечают теплом и взаимностью. «Мать говорит, ты можешь погостить у нас пару дней после этой вахты», сказал однажды Егор после разговора с матерью. Это была их 4-я совместная смена. Грибы пошли, ягоды. «Я рассказывал, что ты любитель», — объяснил Егор. «Да? Хорошая идея», — обрадовался Андрей. Ирина, так звали мать Егора, как всегда стояла на перроне в ожидании поезда. Сегодня она выглядела взволнованной больше обычного, но глаза ее сияли ярче. В этот раз с матерью пришла старшая дочь Нина. Обе они бросились обнимать Егора, когда тот спрыгнул со ступеней, и обе они с благодарностью посмотрели на Андрея, стоявшего рядом. По дороге домой Егор и Нина шли чуть впереди, болтая о разных мелочах. Андрей и Ирина шли следом. «Я так вам за все благодарна!» Ирина улыбнулась. «Пустяки!» — ответил Андрей. «Красиво у вас тут!» — сменил он тему. «Что верно, то верно!» — ответила Ирина. «Я ведь сама городская. С Егоркиным отцом познакомилась, когда он учиться приехал. А как первый раз тут побывала, такая свобода, тишина, покой. Решили здесь жить. Тогда тут еще ферма была, работа. Потом уж все развалилось, но мы все равно уезжать не захотели. Дети, когда подрастут, сами пусть решают, здесь или в городе. А мне тут привычнее, даже теперь», — добавила Ирина грустно. «А я наоборот, из поселка в город перебрался в молодости. Казалось, вот где жизнь кипит, а теперь тесно там, душно. До пенсии доработаю и обратно в деревню», — рассмеялся Андрей. Дома все веяло уютом и особым теплом. Видно было, как дружно живет семья Егора. Дети помогали друг другу и матери. Сообща готовили ужин, накрывали на стол, а потом мыли посуду. Даже младшая, Анечка, старалась помочь старшим.
После ужина Андрей вышел на крыльцо, закурил. Чай с облепихой. Ирина вышла следом и подала Андрею большую кружку. От кружки шел пар и пряный аромат. «Спасибо», — поблагодарил Андрей. Их руки соприкоснулись, когда он принимал кружку, а глаза встретились. Длилось это долю секунды. Потом Ирина быстро ушла в дом. Следующие 2 дня Андрей с Егором и старшими девочками ходили в лес за грибами. Ирина с Анечкой оставались дома. По возвращению Грибников ждал вкусный ужин. А потом все дружно чистили грибы, разговаривали, шутили, смеялись. «Завтра на рыбалку пойдем, вдвоем», — сказал Егор вечером 2-го дня. «Отлично», — согласился Андрей. «Понравилась тебе мать?» — серьезно спросил Егор, когда они с Андреем уселись с удочками на берегу. «Понравилась», — также серьезно ответил Андрей. «И ты ей понравился. Я вижу. Мы не будем против, если вы решите жить вместе». Егор ловко подсек крупного окуня. «Хорошо», — усмехнулся Андрей. Сейчас он чувствовал себя мальчишкой рядом с Егором, но ему понравилось и то, как Егор отнесся к этому важному для обоих разговору. Андрей уже понял, что действительно хочет стать частью этой дружной семьи, заботиться об Ирине и детях, и знал, что все будет хорошо.